Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй расклад. Чего ждать? Что случится до конца 2025 года, месяца июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь? И понятно, что у каждого из нас свои ожидания, свои планы, которые уже находятся в процессе решения. Но и за время предыдущих транзитов, предыдущих месяцев 2025 года некоторые вопросы могли вернуться в нашу жизнь или открыться как тайны, или глаза наши на что-то могли тоже открыться. И это все заставило решать что-то окончательно или самим на что-то решиться. Мы можем стоять перед фактом или выбором и на последующие месяцы до конца 2025 года. Много эмоций ожидается, как и радостных, будем реалистами, так и не очень тоже такое может быть. Но есть эти дела, которые потребуют нашего внимания и, безусловно, участия, нашей деятельности. И июнь месяц, почему я делаю именно с июня наш расклад, потому что у нас в июне планета Юпитер, как известно, это называют планета большого счастья или того позитива или каких-то приятных, добрых моментов, событий, которые пытаются войти в нашу жизнь. Так вот, планета Юпитер войдет в знак зодиака Рак. И именно в Раке, находясь Юпитер, раскрывает свои возможности, доброту, будем говорить, или позитивные энергии для каждого из нас. И стало быть, прекрасное время провести какие-то важные согласования. Или, если были не договоренности, или была какая-то конфронтация, были обиды, проговорить, услышать друг друга, или буквально, когда мы идем, может быть, в учреждении, инстанции, на что-то решаемся, или что-либо согласовываем, тогда больше добрых энергий договориться с высокими чиновниками или осуществить какой-то вопрос. Все это через диалоговую форму, доброе время, но и, безусловно, это время эмпатии, это время нашего личного счастья, когда даже если вы один или одна, может быть, всерьез задуматься, а так ли уже мне важно быть в этом отшельнике. А июль месяц у нас новый транзит, и это тот период, который нам, может быть, покажет как пролог своего рода, поскольку это будет связано с переходом Урана. Сейчас еще у нас на момент расклада Уран находится в знаке зодиака Телец, но окончательно он перейдет в знак Близнеца в 2026 году в апреле. Но первый заход в знак зодиака Близнецы Уран совершит именно с июля по ноябрь. И вот эти месяцы – это как прелюдия тех событий, с которыми нам придется, возможно, жить, или те вопросы, которые мы будем решать на последующие 7 лет. Поэтому будьте внимательны к этому периоду. Ну, давайте с вами узнаем, с чем это будет связано. И, конечно, останемся реалистами, я всегда об этом говорю, потому что любой расклад о личной истории не расскажет. Карты – это метафора, которая нам позволяет внутренне осознать какой-то вопрос, наши отношения, может быть, к нему, и найти решение, снять напряжение. Первая карта – чего же ждать, что случится или произойдет, или какая сфера вашей жизни потребует внимания до конца 2025 года, что придется учитывать. И чего ждать в июне? Продолжим наш расклад. И чего ждать в июле? По одной карте на месяц с вами достаем. Энергии августа. Что случится или произойдет? Сентябрь. Концепция какая-то, да? Основные направления. Ну или опять же вопросы. Чего ждать? Октябрь, ноябрь и заключительный месяц, декабрь. Перемешаю колоду, и мы с вами продолжим. Первая карта. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему все идет? Попробуем рассмотреть вот эти три карты во взаимосвязи. Следующее. Что же исполнится, мои дорогие козероги? Какая тайна откроется? Может, и глаза у вас на что-то откроются. Так тоже бывает, когда мы видели в одном ракурсе какую-то проблему или вопрос, а тут понимаем и нет, тут надо что-то переиграть, пересмотреть. И если мы спросили, чего ждать, то
К чему? Какое продолжение следует на последующий период, может быть, заходом на 2026 год. Итак, чего же ждать, что случится или произойдет? Ну вот у вас по максимуму. В целом это как раз благополучие. Это все то, что я говорила до карт. Это Юпитер в знаке зодиака Рак. Это как и наш теплый уютный дом. Это и наши домочадцы. Это и наша любовная история или взаимодействие с родственниками. Или эта карта будет говорить еще и откуда к вам приходят деньги. Все-таки Пентакли. Каким образом. И с того момента, когда Уран окончательно обоснуется в Близнецах, это все новые цифровые технологии, искусственный интеллект, все сферы коммуникации или где это по максимуму употребимо для нас открывают, как и новые возможности, так и требуют где-то нашей перезагрузки тоже. Поэтому чего-то не упустить, может быть, изучить все то, что касается финансов, да, или тенденций финансовых рынков, может быть, у кого-то и так, но это карта именно того, что существует в нашей конкретной жизни, то, что мы можем осязать, сделать свою жизнь более удобной, более счастливой, более правильной. Может быть, начиная уже с июня, с чем-то и определиться, и тогда все остальные события пойдут с более правильной ноги. Само по себе благополучие, быть счастливым, мои дорогие Козероги, вот к этому вас призывает карта. Июнь, давайте посмотрим, какие энергии июня и чего же ждать. Наверное, можно закончить наш расклад, потому что карта Солнца, ну, раньше, по крайней мере, когда гадания осуществляли. У меня не гадания ни разу. Я всегда говорю, что любые совпадения случайны. Мы с вами вместе размышляем и предполагаем, допускаем как раз наличие альтернативных вариантов развития событий. Но раньше говорили, карта Солнца, иди, да, у тебя все хорошо. И даже понятно, что что-то будет и криво, не без этого. Но в конечном итоге это есть варианты какого-то триумфального или блестящего завершения. Это новое качество жизни. А еще это карта выбора правильного направления. Поэтому это одновременно и наше эго. Поэтому тут эго ваше может рваться буквально наружу, что-то вам может захотеться и доказывать, я такое могу допустить, но самое главное, не навредить самому себе, ведь это карта успеха. Может быть, и не отказаться от каких-то новых направлений или увидеть новую реальность. Вот быть реалистом– это задача номер раз. Потому что на кону ваше солнце. И это не только июнь. Нам сразу говорят заходом на пару месяцев еще и 2026 года. Какая-то перезагрузка. И это, кстати, энтузиазм. То есть это приложение ваших собственных усилий, но как-то правильно, грамотно и элегантно. Чего ждать от июля? Ну, выход из одиночества, к примеру, да, или из какой-то зоны ограничений, периода, может быть, ограничений. Это может совпадать с тем периодом вашей жизни, если таковое имеется, когда вы с чем-то не были согласны. Или когда меня смотрят люди из разных стран, когда вас такие условия поставила жизнь. Опять же, внешние события. И мы на время словно так отступили за этот импровизированный забор, мы хотели себя сохранять. И вот теперь вы накопили достаточное количество силы. Это словно ваш выход на авансцену. Но выход это должен быть очень аккуратный. Девушка, вооружившись, кстати, жезлом, выходит из-за этого забора периода ограничений. Но это карта великой мощи, великой силы. И карта нам говорит, просчитай, на что ты соглашаешься, с чем ты, точнее, будешь взаимодействовать. Или что для тебя в приоритете теперь? Ну, по сути, это то, что является прогрессом. Просчитываем мы на пару шагов вперед по этой карте, чтобы и себе не навредить. Но если мы говорим о физических силах, эмоциональных, кстати, тоже, то у вас их хватит. Есть еще такое значение «ты сделал все, что мог». Поэтому где-то и на сохранение себя самого, и одновременно вот этот запасной аэродром или возможность отступить полшага назад – вы должны ее за собой сохранять, потому что какие-то вопросы могут казаться спорными или непонятными, а вы можете понимать, что да, тут не надо настаивать, по какой-то теме вам придется разбираться и менять свои собственные методы, поэтому вот эту силу нужно как и сохранять для дальнейших свершений. И нам сказали уже, да, выбор правильного направления с заходом на 2026 год, на что вы будете соглашаться, а
кому или чему вы скажете «нет». Вот с этим вам в июле придется определяться. Август. Чего ждать? И вот знаете, ведь это карта ностальгия. И если были какие-то конфликтные ситуации через отношения с людьми, может быть, и личной жизнью, здесь не нужно что-то додумывать. Это карта ностальгии в том плане, что мы можем опуститься на глубину этих воспоминаний, но где-то там и застрять. Если это было недопонимание, может быть, вы поссорились даже, у кого-то и так проиграется, то откровенные разговоры нужно провести. Опять же, не додумывать самому. Здесь могла быть какая-то ссора или недопонимание, потому что вы представляете жизнь по-своему, а человек по-своему. И часто бывает такая метаморфоза в нашей жизни именно с тем, с кем у нас, допустим, начинались отношения с конфликта. И пусть это у кого-то личная жизнь, а у кого-то это даже вопросы работы, почему бы и нет. Но когда мы сумеем откровенно что-то проговорить, мы друг друга лучше понимаем и остаемся лучшими друзьями, тогда какая-то взаимопомощь. Я именно в этой колоде карт могу предположить, что какие-то и отношения к вам могут вернуться, но понятно, когда есть взаимный интерес, пусть это будет касаться работы, или есть взаимные чувства. Здесь не игра в одни ворота, и поэтому, если отношения стали на паузу, значит, для себя нужно прояснить, стоит надеяться на продолжение или нет. Попробуйте инициировать, не сидите, не ожидайте, а именно не теряйте времени даром. А если какая-то ситуация, то по работе, используя дипломатию, здесь как раз попытаться быть правильно понятым. У вас для этого достаточно доброй энергии и возможностей. По крайней мере, вы проясняете для себя, что следует ожидать, какое продолжение следует, а какое нет. Вот где-то июль-август такие энергии. Но договориться вы тут точно можете. По шестерке воды или шестерка кубков мы можем здесь какие-то прежние отношения, пусть или прежняя дружба, какие-то контакты в разных сферах жизни. Они, как и сами, могут вернуться в виде людей, персонажей, так и вы можете кого-то возвращать, это я допускаю. Но через вот эту эмпатию и через дипломатию для вас будут добрые энергии решить некоторые темы или для себя какую-то перезагрузку совершить. Такое тоже предполагаю. Чего ждать в сентябре? Карта идейного лидера, харизматичного лидера. Может, такое придет, такая персона в вашу жизнь войдет, которая вас может увлечь какой-то идеей, кстати. И вот по части кого-то увлечь, король жезлов, это он великий профессионал, идейный лидер. Правда, вдохновлять он может. Но, кстати, карта говорит, что этот человек не будет делать что-то за вас. Поэтому не замечтаться, карта тоже советует. Почему? Мы можем так откликнуться на идеи конкретного человека или на те фразы, которые он транслирует, говорит, и подумаем, что он готов словно войти в нашу жизнь и остаться с нами надолго. А вот нет, здесь карта не говорит первое о том, что этот человек надолго останется в нашей жизни, а с другой стороны не говорит о том, что он будет это делать за нас или какое-то участие примет. По части дельных добрых советов или вдохновения это прекрасно, но сказать, что какую-то работу конкретный человек проделывает, то нет. Тут нужно надеяться на самого себя. Но вот эти энергии харизматичного лидера вам карта предлагает примерить на себя, мои дорогие. Но если даже это вы кого-то вдохновляете, помните, что не нужно делать какой-то труд или работу за кого-то. Иногда, знаете, даже подобное что-то проигрывается в личной жизни – для людей, к примеру, семейных, те, кто имеет детей, или, может быть, даже подросших детей, иногда из лучших побуждений мы хотим помочь именно. И смотря, как наша чадо там с чем-то мучается или, нелепо пытается делать какие-то попытки к осуществлению вопроса, который его интересует. Мы думаем, да я сейчас быстренько сам или сама тут в два счета совсем разберусь. И вот тогда, кстати, эта карта будет останавливать, в хорошем смысле, говоря, хорошо, сейчас ты сделаешь за него, завтра, а когда он останется один на один с какой-то проблемой, он будет словно сырой совершенно, он не сумеет правильно взаимодействовать, как и с людьми, или с какими-то обстоятельствами, или банальную какую-то работу, или какие-то функции не сумеет проделывать быстро, то есть
Какому-то человеку даются испытания, которые он тоже должен пройти. Но вот вы, мои дорогие козероги, вы кого-то можете вдохновлять, это точно. И к вашей персоне может быть приковано буквально в сентябре внимание, потому что вы говорите правильные вещи. Или вы сами люди надежные, сильные, от вас может этой силой буквально веять. Или каким-то позитивным отношением к жизни. А в наше время непростое многим людям вот такие качества – и хочется перенять где-то на себя, прочувствовать по максимуму вот это твердое плечо или вот эту силу. Вот будьте внимательны. Октябрь месяц, чего ждать? Может быть, персональная карта и есть конкретные какие-то взаимодействия с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец. Может быть, и по асценденту, по Луне даже. Но это карта сильного, кстати, человека, которого жизнь ставила на колени не единожды. В результате прохождения трудного опыта человек научился себя сохранять. Научился не предвосхищать события, не разглашать свои планы тайны, или тайны умеет вообще хранить и чужие в том числе, хранить собственные идеи, чтобы их никто не украл, и правильно распорядиться и с деньгами, и работать с информацией. Поэтому вот такие энергии тут конкретно на октябрь месяц вам предлагают примерить карты. И карта продолжает все то, что я говорила только что о карте король жезлов харизматичного лидера на сентябрь. Вот сентябрь и октябрь. Может быть, вопросы дела, работы, бизнес, какие-то согласования, договоренности в учреждениях. Или, кстати, у вас выпадает пара. И, может быть, мы немножко абстрагируемся от знаков зодиака. Это просто могут быть такие энергии вас и вашего партнера. И у кого-то это партнер, я допускаю, и по личной жизни, а у кого-то этот партнер, который через ваши достижения, через вашу работу, профессиональную деятельность, чем вы занимаетесь, или какое-то новое личное ремесло, или личное дело. Вот такое я очень предполагаю, потому что королева жезлов удачлива в бизнесе, в личном деле именно, в развитии этого дела или личного творчества. Но у кого-то и в личной жизни именно история любви, когда будут важные договоренности, и, может быть, кто-то из вас подумает всерьез о том, чтобы оформить отношения. Это не для всех, но, может быть, одному-двум вот такие энергии важно услышать. Но это не когда мы друг друга подавляем, а это когда один партнер дополняет другого. Интересная энергия. Ну или по сотрудничеству в сфере деятельности, в деятельности такие же энергии. Ноябрь. Ну, правда, нам тут говорят о некоторой, может быть, как и паузе, или, опять же, партнерские отношения. Продолжается какая-то история, или то, с чего вы тут начнете что-либо, да, как новое начинание, или продолжение вашей личной истории, или, может быть, это знакомство у кого-то, личная история, которая будет начата заново, как будто, и тогда я могу предположить, что у кого-то много страсти, много огня в ваших отношениях, и отношения будут развиваться стремительно, как и сентябрь, так и октябрь, а вот в ноябре немножко так стабилизируется. Или когда вы будете ваши планы перекладывать, опять же, на более реальную плоскость, или вместе, словно заодно. Мне нравится эта карта, обратите внимание, как будто один волшебный предмет, или как сохранение, потому что нам здесь как перышко показано, да, от крыла ангела, как будто ангел оставил это перышко, чтобы благословить, поддерживать какую-то пару, какие-то партнерские отношения. И не случайно нам показаны двое, которые просто смотрят в одном направлении. Конечно, это жезлы, это больше партнерские отношения по труду или по вашей занятости. Дела, работа, бизнес и деньги. Но, значит, даже если это у кого-то касается личной жизни, значит, переложить ваши мечты, может быть, вашей даже пары, но на какие-то реальные, более рельсы, как что-то осуществить. Правда, что-то будет продолжено. Чего же ждать в декабре? Вот, видимо, такая перезагрузка даже и по работе, так и по личной жизни совершенно необходима, потому что в декабре карта трансформации.
Здесь у нас ангел, который выводит человека буквально из той башни, которая через некоторое время будет разрушена. Человек, кстати, идет и словно упирается. Или он идет словно вслепую, он не видит, куда идет, или не понимает, зачем туда идти. У него сейчас башня эта цела невредима, точнее, все тут хорошо, прекрасно. Но есть то, что как подсказка высших сил. Слушайте свою интуицию. Эта карта, кстати, перемен и освобождения. И не случайно у нас бабочка. Такая фраза «эффект бабочки», когда от взмаха крыльев бабочки где-то в одном месте земного шара или какого-то континента происходят такие перемены, которые невидимы, кажутся незначительными, но это влияет таким образом, что перемены происходят на другом конце, может быть, земного шара или на другом конце континента. Причина и следствие, оно присутствует в вашей жизни. И песочные часы, время пошло. Как будто карта говорит, пора. Вот на что-то вам будет необходимо решиться или как заключительный какой-то этап, может быть, вашей трансформации, ваших преобразований. Все же у вас выпадает аркан Солнца. Мы говорили, это выбор правильного направления. И значит, где-то в декабре, как вам на что-то и решиться нужно будет, да? И к этому будут внешние предпосылки, ведь карта башни старший аркан. Но и вам будет более понятно, для чего был нужен предыдущий период. Здесь нет ни одного месяца, который происходит просто так. Или мы его можем без осознанности какой-то прожить, понимаете? Тут, правда, какая-то перезагрузка. Ну и для вас же это совершенно иное качество жизни. Пойдем дальше. И следующая карта, что же вас удивит? Вас могут удивить конкретные люди. Те люди, которые, может быть, и рождены под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или это те люди, которые имеют там асцендент, или в этих энергиях находятся. И, кстати, это та персона, которая поступает сама по себе. Это карта независимости. Это та, которая умеет действовать в одиночку. И, скорее всего, я так думаю, вас удивят собственное раскрытие талантов и собственных возможностей, когда вы просто перестали ждать. Вот. Как-то так. Или вы вышли вот как из этой какой-то обособленности. И, может быть, даже кто-то уже, смотря теперь в мае, а то и в июне, понимает, что вы будете продолжать. Ну, для кого-то еще и непонятно, может быть, не все определено, но, по крайней мере, по части ваших желаний направление как будто известно. Эта карта будет говорить о том, что вы можете создать что-то по типу шедевра какого-то. Все-таки сияние, как популярность по этой карте. В этой колоде королева мечей немножко иначе трактуется. Но мы не забываем, что это прообраз Юдифи, которая как раз свой исторический шаг такой, который вошел в Ветхий Завет, совершила благодаря тому, и у нее получилось, точнее, это осуществить, благодаря тому, что никто не знал, куда она пошла, куда она направилась, что собирается делать, поэтому молчание вам помогает. Но это еще и карта, когда наши успехи нам приносят и славу, и почет, и уважение, и радость. Это то, что вас удивит, мои дорогие скорпионы. Слава, почет, достижение, радость. У вас, как говорят, большому кораблю большое плавание. И у вас что-то грандиозное, похоже на вторую половину 2025 года. Кто или что появится неожиданно. Вы увидите, как вам нужно действовать. Причем действовать как-то совершенно по-другому. Мы уже об этом с вами говорили. Какая-то перезагрузка. Паш воздуха. А здесь как раз честность, откровенность с самим собой. Вот это как пункт отсчета нового. И не оглядывайся назад, но и с другой стороны, какую-то ты работу уже проделал, ты ее не можешь перечеркнуть. Как и свои таланты, как и собственную силу, так и в чем, может быть, как направление ваших достижений в плане профессиональной деятельности, или пусть это ваше творчество, или когда ряд договоренностей нужно будет пересмотреть с учетом новых реалий и что-то подкорректировать. Мы по этой карте выбираем новое направление, корректируем наши планы и меняем, самое главное, методы, мои дорогие. Вот, может быть, это и свидетельствует карта, когда мы все это изменили.
тогда и нас удивляют собственные возможности. К чему все идет? А к тому, что быстро начнет меняться как реальность какая-то ваша. Много новостей, сама по себе карта быстроты действий, какого-то драйва, так и, знаете, много информации будет, много людей будет, когда вам быстро придется куда-то отправиться, собраться. Вообще динамика вашей жизни будет нарастать. Или темп вы будете набирать. Вы будете набирать, может быть, как и популярность, мои дорогие, так вы можете и стать тем человеком, на которого могут равняться. Или, я уже об этом много сказала, здесь есть возможность, ну, знаете, для себя, в самом себе открыть как какой-то талант. И несмотря на то, что, казалось бы, подумаешь, вторая половина года, да, ну вот мы смотрим 7 месяцев, но вот эти 7 месяцев могут быть настолько значимыми в вашей жизни или знаковыми, ключевыми каждый месяц, что откроют для вас совершенно новую палитру вашей жизни, новое качество жизни. Не упустите чего-то. И к чему все идет? Какая-то все-таки многозадачность, она будет продолжена. Хорошо. Что исполнится? А ведь и правда что-то исполнится. Исполнится как и ваши какие-то активные действия, к чему вот вы, какой итог вы хотите получить. Но и после некоторых итогов перед вами еще и новые возможности открываются. Это ведь карта еще именно прописана сама возможность и опять же наши действия. Какая-то перезагрузка у вас будет уже во второй половине года, как и есть достижения, но, видимо, после этих достижений вы еще для себя откроете новые перспективы. Сами по себе перспективы и это новое начинание. Туз жезлов, дела, работа, бизнес и деньги где-то. Новые возможности, как и по части заработка, или как новые возможности в творчестве, словно ангел вас благословляет. Да, тут что-то у вас исполняется, как желание какое-то. Или у кого-то это будет касаться, ну, может быть, и вопросов личной жизни, когда вы на что-то решитесь. Такое я тоже могу допустить. Какая тайна откроется? Вы выберете вот это направление правильное. Тут ведь тоже нам по двойке воздуха, двойке мечей, выбор правильного направления. Если мы спросили, какая тайна откроется, и вот нам карта конкретно рассказывает, что словно ты куда-то, Козерог, шел. И проделанный вот этот путь, может быть, под самый финал ты прочувствовал некоторую путаницу. Этот конфуз мог быть из-за того, что внешние события были запутанные. Может быть, вот вы смотрите еще теперь расклад где-то в мае месяце, может быть, и предыдущие месяцы, как раз 2025 года, сложили какую-то для вас метаморфозу или создали вот эту путаницу. Но эта путаница, она не случайно, опять же, сложилась в вашей жизни, вас пространство, Вселенная подводит таким образом к какому-то итогу или выбору. Вам нужно делать выбор. И вот это будет зависеть от этого ваши новые перспективы. Какая тайна откроется. Вы для себя поймете, куда же вам нужно следовать. Какая-то путаница у вас сразу же завершается. Ваши приоритеты проясняются, мои дорогие. И здесь нам уже даже показан меч, как будто то направление, по которому следует идти. И для вас вот эти все события или цепочка развития событий, то, что было до этого периода, это вас подводило тоже к какому-то итогу. Чего же ждать, да? И что будет следовать? Какое продолжение? Ну, наверное, может быть, вопросы, к примеру, в декабре, когда вы будете решать по части переезда. Может быть, у кого-то по части переезда с семьей. Или самой семьей, или когда вы... Тут по-разному. Кто-то, наоборот, может быть, как взрослые дети, уезжают, да. Настало время свое гнездо видеть или свою жизнь начинать. Или наоборот, может быть, вы съезжаетесь с родственниками. Или, может быть, вы вообще едете куда-то совершенно в другую местность, потому что требуют ваши какие-то события, честолюбивые планы в сфере ваших достижений и каких-то возможностей. Но вообще добрая энергия, которые следуют на продолжение. Может быть, как минимум на пару месяцев 2026 года. Это карта любящего человека, карта искреннего человека. Где-то это чего ждать. Я уже не раз говорила о том, что
Для кого-то из вас, если была прежняя история со знаком минус, или вы были в одиночестве, здесь уделить внимание все-таки личной жизни, это можно сказать с первой карты, нам говорят об этом. Того человека обрести, который может за вас и сопереживать, который может подставить как свое надежное плечо, относится к вам искренне, чувствует словно вас и одновременно может за вас искренне порадоваться. Мой дом, мы говорим, моя крепость, но дом это не только 4 стены, это еще и наши домочадцы или это те люди, которые нас понимают. Вот у вас есть какой-то такой человек или, по крайней мере, если вы один или одна, нужно подумать, где с ним встретиться, может быть, расширить кругозор своего общения, пересмотреть, а у кого-то через работу, через труд, через ваши достижения, а то и популярность, вы можете такого человека повстречать. Какое продолжение следует? Вы должны быть счастливы, мои дорогие, и вы должны себя окружить вот этими людьми. Будь то профессиональная деятельность, да, мы с вами об этом говорили, или будь то личная история, вам в этих отношениях должно быть уютно, по-доброму, с душевным теплом и надежно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.